Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала. Добро пожаловать. Здесь вы увидите много интересного, возможно, для вас чего-то новенького. Не забывайте лайкать, не забывайте подписываться обязательно. И комментируйте, оставляйте отзывы. Итак, девчонки, которые оставляют комментарии, спасибо вам большущее. Спасибо вам за ваши отзывы. Они очень поднимают настроение, за ваши предложения. Вы даете мне подсказки, что вам показать интересненького. Приступаем. Итак, сегодня мы с вами будем вязать ниточками Yarn Art Jeans. Давно не было узоров, да, с такими ниточками. Это получается у нас хлопок и акрил. 50 на 50, да, видите, хлопок и акрил. Ниточки, так скажем, очень классные, палитра широкая, часто используются в детских игрушках, но также в детских вещах. И кому интересно, это цвет коралловый, но почему-то он передается на камеру таким оранжевым, но он приятный, такой коралловый цвет. Цвет 61, если что, гляньте, прикольный. Ну и беленький цвет, номер 62. Итак, приступаем. Давайте наберем ниточки, начнем наше вязание именно с этого цвета. Он классный. Кто видел мои видео, знает уже, что я делаю небольшие образцы. И если вы до сих пор еще не посмотрели предыдущие видео, обязательно гляньте. Там много интересного. И мы с вами постоянно набираем небольшое количество петель, это в районе 30, да? Сегодня у нас будет 33 петельки, потому что раппорт нашего узора состоит из 3 петелек. Чтобы красиво закончился, сделаем 33. Вы, конечно, можете делать любое количество, можете больше, можете меньше, как вам удобнее. Я просто буду вам показывать принцип данного узора, а вы, как художники, можете дальше придумывать сами. Угу. Итак, зафиксировали. Что делаем дальше? Набираем 33 воздушные петли. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот наш будущий образец. В некоторых узорах я вам рекомендую начинать ряд со столбиков с накидом, чтобы мы с вами не запутались в петельках воздушных цепочки, ну, чтобы было удобнее мне вам объяснить и вам, чтобы было проще понять. Но сегодня мы с вами начнем вот именно с цепочки. Вот такой случай, когда мы не будем делать столбиков. Итак, 3 петли подъема. Раз, два, три. Далее считаем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. И в пятую петельку провязываем вытянутый столбик. Сейчас покажу. Это получается, мы с вами провязываем не по 2 петельки, да? А мы провязываем с вами сначала одну петельку, потом 2 петельки и 2 петельки. Так, 2 воздушные петли, а дальше внимательно. Накид. И сюда же, в эту же петельку цепочки мы провязываем такой же столбик с одним накидом. Но вначале одну петельку, 2 петельки и остановились. Накид. И сюда же опять такой же столбик. Ввели крючок, взяли ниточку, провязываем вначале одну петельку, 2 петельки, и теперь мы провязываем все 3 петельки сразу. Хоп. Понятно? У нас такая получилась рогатка. Каждая стеночка рогатки состоит из 2 столбиков вытянутых. Что делаем дальше? Дальше накид. Пропускаем 2 петельки цепочки. Так, считаем. Вот раз петелька, 2 петелька, и в третью петельку вяжем точно такой же столбик. Одна петля провязываем, 2, стоп, накид сюда же. Одну петлю провязываем, 2 петли провязываем, и когда у нас будет 3 петли на крючке, мы провязываем все 3 петли сразу же. Хоп. Понятно? То есть теперь у нас вот такая вот смотрит как бы вниз наша галочка. 2 воздушные петельки, накид, и опять сюда же провязываем такие же 2 столбика. Раз петельку провязали, 2, стоп, еще раз. Раз, 2, стоп. Теперь 3 петельки вместе. Дальше опять делаем накид, пропускаем 2 петельки нашей цепочки, внимательно считаем, раз, 2, и в третью вяжем такие же опять 2 столбика. Так, стоп. Еще раз такой же столбик. Стоп. А теперь провязали все вместе. Понятно?
Видите, у нас такие получаются рогаточки-галочки. Дальше 2 воздушные петельки. И сюда же опять 2 таких же столбика. 1 петля, 2, стоп. Накид. Сюда же 1 петля, 2, стоп. А теперь провязываем все 3 вместе. Понятно? Вот такая будет у нас красота. Вот таким образом мы шагаем до конца ряда. Так. Делаем вот такие вот наши широкие или пышные, как назвать их, рогаточки. В конце ряда встречаемся, я скажу вам, как заканчиваем. Хорошо? Принцип понятен. Если что, перематывайте немножко назад, либо ставьте вот здесь вот скорость, да, в настройках у вас внизу экрана. Ставьте чуть поменьше скорость и повторяйте. Договорились? Давайте. Итак, смотрите. Вот такая вот красота получается. Вот наши вот эти вот пушистые, как пышные назвать, пушистые, пышные рогаточки, да. И вот смотрите, видите, мы начали, получается, у нас рогаточка вот такая раз, раз. Точно так же будем заканчивать и здесь. То есть мы сделали 2 воздушные петельки, 1 столбик мы делаем сюда же, где у нас начиналась первая ножка нашей рогатки, так? А второй столбик мы заканчиваем как бы как обычный столбик, то есть следующую петельку. Секундочку. Точно так же, как мы и начинали. То есть у нас столбик будет стоять ровненько. Угу. Все. 3 петельки провязали вместе, сделали воздушную петельку, оставили данную петельку. Присоединяем новый цвет. И тут, девчонки, за ваши подсказки, да, вы говорите, что меняя цвет, будет тратиться вот на эти вот кончики большое количество ниток, да, ну расход. Я вам сегодня покажу, как можно уменьшить данный расход, так скажем, если вы будете вязать каждый новый ряд новым цветом. То есть не по 2 ряда, да, когда там мы, понятно, переходим с ряда на ряд. А когда, например, один ряд у нас одним цветом, другой ряд другим цветом, чтобы не постоянно не отрезать, смотрите. Итак, сейчас мы начнем, эту петельку мы оставляем. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Смотрите, мы здесь начинаем наше вязание в нашей рогаточке. Воздушная петелька. Зафиксировали. Так. Здесь мы с вами спрячем кончик, как мы с вами прятали. Делаем 3 воздушные петли. То есть кончик крест-накрест. В предыдущих видео я объясняла. Посмотрите. Сделали 1 воздушная петелька. Опять крест-накрест. 2 воздушная петелька. Так, сейчас берем петельку побольше, чтобы она не мешала. И опять крест-накрест, беленькую ниточку. 3 воздушная петелька. Понятно, да? Вот. Дальше я вам покажу, что будет дальше интересно, но пока мы остановимся вот на этом. Итак, что делаем дальше? Дальше мы с вами провязываем сюда же столбик наш вот такой вот с накидом. Ну, делаем такую же арочку. Хоп, провязали. Кончик мы потом отрежем, уберем. 2 воздушные петли. И повторяем точно такой же ряд, как и в первый ряд. То есть сюда же мы провязываем 1 столбик, 1 петелька, 2 петельки, стоп. Опять 1 петелька, 2 петельки и вместе провязали. Дальше перепрыгиваем на следующую вот эту нашу рогатку. Хоп, 1 петелька, 2 петельки, стоп. 1 петелька, 2 петельки, провязали вместе. 2 воздушные петли и опять сюда же делаем рогатку. 1 петелька, 2 петельки, стоп. 1 петелька, 2 петельки, провязали вместе. Видите, да? Мы повторяем точь-в-точь наш первый ряд. Вот она, рогаточка, галочка, галочка, рогаточка. Понятно? И точно так же мы провязываем весь наш ряд до конца. А в конце я покажу, встречу, покажу, что будем делать дальше. Но пока не сложно, да? Повторяйте все точь-в-точь. Пока не сложно. Давайте встретимся в конце ряда. Итак, смотрите. Вот, довязали до конца. Полноценная рогаточка получилась у нас. И теперь, видите, вот 2 столбика провязала уже. Сделала 1 воздушную петельку и опять потянула петельку, оставила ее. Мы переходим на этот ряд, где мы петельку свою оставили кораллового цвета. Так. Делаем здесь. Мы, получается, сделали 1 петельку, да, чтобы зафиксировать, чтобы у нас никуда не убежала ниточка. Делаем еще 2 петельки. 1, 2. Получается петельки подъема. И здесь мы будем соединять с вами вот с первым, получается, столбиком. С верхушкой первого столбика. Просто вот так вот раз и соединили.
Переходим в центр нашей рогатки. Раз. И опять соединили. Вот. Никаких у нас лишних хвостиков, ничего такого нету. Делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. Накид. И сюда же продолжаем делать также нашу рогатку. Провязали. Теперь 2 петельки. И сюда же опять те же самые 2 столбика. Понятно? Стоп. Стоп. А теперь 2 вместе провязали. Ну, 3 петельки вместе, 2 столбика, 3 петельки. И так далее. Теперь вяжем точно так же следующую нашу рогаточку. Угу. Пока готовилась, думала, что будут широкие или пышные галочки. Теперь уже рогаточки. Так, провязали 2 воздушные петельки. И опять раз, два, стоп. Раз, два, стоп. Понятно? Видите? Вот такие у нас, получается, будут бежать рогаточки. То же самое, когда мы с вами дойдем до конца, да, мы с вами точно так же сделаем 3 петельки подъема, так, и начнем наш беленький ряд. Поняли? Не сложно? Давайте. Если что, вот этот момент перематывайте. Вы поняли, да? 3 петельки подъема и делаем дальше. 3 петельки подъема и будем белый делать дальше. Давайте вырастим наш узорчик на несколько рядочков вверх и посмотрим, посчитаем, что получается. Договорились? У вас все получится, вы справитесь, давайте. Так, девчат, смотрите. Провязала несколько рядочков. Результатом, естественно, довольна. Пока вязала, я придумала, что я свяжу из этого узора. И, ну, не знаю, в каком ближайшем времени, может, через пару недель покажу. Угу. Итак, смотрите. Вот я показывала, как мы делаем, да, беленькими. Сначала мы коралловым цветом 3 петельки подъема и соединили, да, с первым столбиком. Потом соединили с центром нашего рогаточки. И 3 воздушные петли. И продолжаем дальше рогатки вязать. Дошли до сюда. Здесь мы точно так же делаем с нашей беленькой ниточкой. Видите? То есть мы ее не отрезаем, мы ее не прячем, мы не соединяем. Но какая-то никакая экономия ниточек все равно идет. Согласитесь, да? Все понятно? Класс. Смотрите, немножечко дырочки, да? Плотненький. Так скажем, не сильно тянется. Изнаночка лицевая или наоборот, изнаночка лицевая. То есть как хотите, как вашей душе будет угодно. Можно связать одним цветом. Можно связать 2, 3 и так далее, далее. Можно, конечно, здесь использовать, видите, один ряд ниточек, да? Можно использовать остаточки ниточек, будет очень классно. Куда применить? Но я буду применять, уже сразу скажу, да, спойлер, в топике. Будет такая маечка-топик. Можно использовать, естественно, в любом изделии, в зависимости от толщины ниток. Нитки потолще, вещи, так скажем, помощнее, кофточки, кардиганчики. Возможно, это снудики, шарфики, комплектики и так далее. А если ниточка потоньше, то это летний вариант. У меня будет летний вариант. У меня будет хлопочек и будет летний вариант. Угу. Вот такой небольшой спойлер. Итак, замеряем. Мы с вами набирали 33 петельки. Так. Если такая же плотность вязания, такой же крючок и такие же ниточки, ну вот 22 сантиметра с хвостиком. Маленьким хвостиком. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рядов. Это 10 сантиметров. Ну, я считаю, что это класс. Так? Для столько рядов столько сантиметров. Скажите. Итак, не забывайте ставить лайки. Напишите свои комментарии, свои отзывы, где бы вы применили данный узор. А возможно, вы уже знаете данный узор, уже его вязали. И подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Всем до встречи, до новых видео. Пока-пока.